Всем привет! С вами проект Power Device. Здесь мы прокачиваем и улучшаем наши Android-телефоны. Я обещал поделиться вот такими живыми обоями, что сейчас и сделаю. Также расскажу о кастомизации, которая сделана на моем телефоне. Сразу отмечу, что этих живых обоев будет несколько вариаций, с разными цветами. Это обои от свежего флагманского телефона OnePlus 13s. Но именно вот эти обои в темных цветах я делал сам. Если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco на оболочке HyperOS, то вы сможете сделать вот такую анимацию на экране блокировки, либо вот такой эффект глубины. Также под это все подходит данная шторка. Ей я с вами также поделюсь. Давайте сперва покажу, как все это реализовать, а потом уже скачаем все эти обои. Смотрите, если у вас телефон на HyperOS, заходите на экран блокировки, удерживаете на нем, нажимаете «Настроить». Здесь у нас много различных экранов блокировки. Я выбираю вот с такими часами, нажимаю «Настроить». Данные часы можно поменять, просто нажмите на них и выберите те, которые вам нужны. Далее я нажимаю вкладку «Обои», «Фото на устройстве». Здесь у меня имеются статические обои, которые относятся к нашей тематике. Смотрите, я, например, выбираю вот такую обоину. Именно к ней эффект глубины не применяется. Для нее лучше применять вот такие эффекты. Здесь на ваш выбор. То, что вам интересно. Например, я оставляю такой эффект. Кстати, если вам нравятся такие часы, вы также можете поменять их цвет. Для этого зайдите в эффекты шрифта. Основной цвет у меня стоит белый. Вторичный цвет красный. Здесь его можно выбрать. Далее нажимаю «Применить», только экран блокировки. Теперь у нас получается вот такой эффект. Разблокирую телефон, наши обои оживают. Обратите внимание, что на экран блокировки можно поставить два варианта статических обоев. Это первый вариант, как вы уже видели. А это второй вариант, к которому можно применять эффект глубины. Здесь уже выбирайте сами, что вам больше нравится. Смотрите, вот это файлы с живыми обоями. Их 5 штук, 5 разных вариаций. Устанавливаются они как обычная ПК. Здесь внимание, если у вас включена Google Play защита, то у вас будет выходить такое окно. Это просто от того, что Play Market у себя не видит этих приложений, поэтому на них ругается. Но с ними абсолютно все в порядке. Просто нажимаем подробнее, все равно установить. Все живые обои я скину в наш основной телеграм-канал Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Также у меня есть еще вот такие статические обои, про которые я уже упоминал. Их я закину в архив и скину в наш второй телеграм-канал, который относится к обоям. Там регулярно публикуются качественные обои для телефонов. Именно там вы их сможете скачать. Ссылка также будет в описании. Не забудьте подписываться на эти каналы, чтобы не пропускать ничего интересного и полезного. После того, как вы установили APK-файлы с живыми обоями, вам понадобится приложение Google Обои. На него я также оставлю ссылку в описании, либо его можно скачать в Play Market. Здесь найдите вкладку «Живые обои». Установленные обои появятся здесь. Просто на них нажмите «Установить как обои», главный экран и экран блокировки. Именно под 5-м номером вот эти обои, которые я сам делал. Далее вы все уже знаете. И, друзья, для тех, кто будет говорить, что эти обои поджирают батарею, это неправда. Они поджирают батарею ровно так же, как вы открываете, например, какое-то приложение. Их анимация длится всего 4 секунды. Смотрите, когда я открываю приложение, у него происходит анимация. Так вот, анимация этих обоев минимальна. Она равносильна тому, что вы, например, откроете 3 раза вот такое приложение, и оно отрисует анимацию. То есть они минимально расходуют батарею. Далее на своем основном экране я использую вот такие виджеты. Вот этот виджет кастомный. Он устанавливается с помощью отдельного приложения. Через него также, например, можно вызывать Gemini. А вот эти два виджета, они присутствуют в темах Xiaomi. Сейчас покажу, в каких темах они есть. Зайдем в виджеты Android. Виджет часов есть в теме HyperMax. А вот виджет, который вы видели ниже, находится вот в такой теме. Blueegg. Друзья, не спешите искать эти темы, они просто так не найдутся, их нужно искать через Google. Также на рабочий стол может подойти вот такой виджет из темы HyperX Live. Это полное название темы для виджета с днем недели Blueegg V10.
Смотрите, например, вы захотели установить вот такой виджет часов. Берем вот это название HyperMax. Просто открываем Google поиск. Пишем здесь следующее. MIUI XEM, а далее название темы, которую вы хотите найти. В данном случае HyperMax. Нажимаю поиск. Видим в поисковой строке название HyperMax, открываем сайт. На странице спускаемся чуть ниже, находим вот такую надпись. Ссылка на официальный магазин тем. Нажимаем. И попадаем на тему HyperMax. Думаю, здесь все понятно. Таким образом можно найти все темы, которые я здесь показал. Также, если вам понравилась вот такая шторка, сейчас покажу, в какой теме она находится. Находится она в теме под названием Breaking V13. Здесь есть нюанс, если у вас HyperOS 2, чтобы применять шторку, нужно зайти именно в темы, нажать «Настроить», выбираем только значки, «Применить». При этом у вас применится как шторка, так и значки. Значки, кстати, у нее анимированные. Но если вы хотите оставить шторку от этой темы, а значки поменять, тогда вам нужно зайти в компоненты и именно здесь выбрать другие значки. А строка состояния у меня от темы Xairupita. Но отмечу, что вот такие значки здесь появятся только в темном режиме. Друзья, если у вас есть еще какие-то виджеты из тем Xiaomi, пожалуйста, делитесь ими в комментариях, что еще можно сюда поставить. Нам всем будет интересно. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device, постараемся вам помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.